Риэлтор из Саратова радостно отрапортовала в своем аккаунте социальной сети ВКонтакте прямо с троекратным «Ура!». Мы это сделали. Успели купить дом по сертификату «Молодая семья». Помните, как я по выходным объезжала все окрестные деревни? Мы нашли его, дом мечты с большим земельным участком, баней, хозпостройками. Казалось бы, молодец, сделала свою работу. Но для кого старалась Наташа? Поздравляю от души Бахтиера и Мавлюду. Пусть все задуманное сбудется. Так заканчивается ее пост во ВКонтакте. Она публично поделилась своими достижениями, но вскоре об этом сильно пожалела. Об этом и расскажем в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. На фотографии рядом с ней довольный мужчина с черной бородой и женщина в хиджабе. Риэлтор усердно трудилась, чтобы этим людям достался чудесный сосед. Она старалась ради них, как для своих собственных. Эта публикация появилась в телеграм-каналах со ссылкой на риэлторское агентство. Говорят, любая реклама – хорошая реклама. Но не в этом случае. На страницу риэлтора пришло столько людей, что ей пришлось закрыть свой аккаунт. Подписчики высказали женщине все, что думают о ее деятельности, направленной на помощь мигрантам. Однако главным в этой истории является то, что мигранты приобрели дом при поддержке государства по сертификату «Молодая семья». Этот сертификат выдается нуждающимся супругам с детьми или без. Причем даже если один из супругов не имеет российского гражданства, критерий нуждаемости довольно прост. Члены семьи должны быть обеспечены жилой площадью ниже установленной в регионе нормы, либо проживать в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям. Если они соответствуют этим критериям, то могут рассчитывать на сертификат. Конечно же, это касается мигрантов из Средней Азии, которые идеально вписываются в эти рамки. Согласно сертификату, государство субсидирует 35% стоимости жилья до 4 миллионов рублей. Такой вот подарок из бюджета, который формируется из налогов коренных жителей. Местные жители, даже если получают такой сертификат, обязательно становятся на учет и долго ждут своей очереди. В некоторых регионах ожидание может длиться до 4 лет, но Бахтиер и Мавлюда, недавно получившие российское гражданство, относятся к другой категории. А такие, как Перфилова, делают все возможное, чтобы приезжие быстрее обзавелись жильем за счет российских налогоплательщиков, пишут возмущенные люди. Все те, кто не успел написать риэлтору лично, оставили свои комментарии под постом в телеграм-канале. Давайте ознакомимся с их мнениями. Правда, цензура пропустит лишь небольшую часть высказываний. А вот это специально делается, чтобы позлить людей или просто за деньги. Предательница русского народа. А потом однажды она повстречается с ними в темном переулке. Мы с женой и 4 детьми, работающие, не можем позволить себе купить жилье, а тут такое. Она по улицам не ходит, что ли? Не видит, что происходит вокруг? Русскому помогай, своему соотечественнику, товарищу, брату. Занесли ей хорошо, вот и ура-ура. Такова изнанка бизнеса, у торгашей нет моральных и этических принципов. Гляньте на эту пару, разве они похожи на нуждающихся? Разве в России больше некому помогать? Вот мы так с супругом стояли в очереди на сертификат и пролетели. Ему исполнилось 35, и уже не молодая семья. Останется ли женщина-риэлтор работать на прежней должности, или же не сможет перенести свалившийся на нее негатив, время покажет. Однако хотелось бы, чтобы социальные программы, которые созданы для поддержки россиян, действовали строго для первоначальной цели. Давайте посмотрим кадры с церемонии вручения сертификатов на улучшение жилищных условий в Челябинске. Было поздравлено 39 молодых семей. Горожане могли бы разделить радость с участниками, но эти новости кажутся издевательством. На официальных фотографиях семьи мигрантов. Вступительное слово главы города Натальи Котовой было следующим. Для вас сегодня значимый и радостный день. Вы получаете документы, которые помогут вам улучшить жилищные условия. Ваши семьи растут, и среди вас сегодня много детей. Это радует, ведь значит, у нашего города есть будущее. О каком будущем она говорит? Будущем, где не слышна русская речь. Где дети коренных жителей боятся ходить в школу, поскольку там властвуют банды юных мигрантов. Почему же мигранты в приоритете? Программа оказания молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий действует уже 20 лет. В 2024 году в Челябинске общая сумма выплат составила почти 80 миллионов рублей. Хотя программа распространяется даже на бездетных, самые крупные суммы получили семьи с большим количеством детей, у кого 5-7. Угадайте, кто это?
К сожалению, комментарии под постом главы Челябинска закрыты. Однако новость разошлась по другим телеграм-каналам. Выгнал всех русских из своей страны, потом понял, что жить стало хуже, переехал всем кишлаком в Россию, получил паспорт. Вступил в ОПГ-диаспору, урвал материнский капитал и сертификат на новую квартиру, организовал на местности свой прежний кишлак, построил мечеть, посещаешь фестивали плова и тюбетеек. И в целом живешь как в сказке, описывают ситуацию в одном из телеграм-каналов. Неужели у нас мало таких семей помимо мигрантских, молодых и нуждающихся? Проблема в том, что приоритет отдается многодетным семьям. Исходя из того, что у приезжих детей минимум 3, а у коренных редко больше 2, большая часть привилегий достается именно мигрантам. Так получается, чужим помогают, а свои не могут приобрести квартиры. Пока в одних регионах власти занимаются обустройством условий для мигрантов, в других стараются избавиться от них. Например, в Приморском крае мигрантам запретили работать в основных секторах экономики. За 5-летний период таких ограничений регион не только не пострадал от малого числа иностранцев, но и получил значительную финансовую выгоду. Также снизилась преступность, и местное население больше не страдает от наплыва и наглости мигрантов и их родственников. К тому же, в таких чистых регионах РФ нет этнических объединений, анклавов или национальных диаспор. Это кажется фантастикой, но подобная реальность уже развертывается в Калужской области и некоторых других частях страны. Секрет прост. Местные власти изначально поставили перед бизнесом задачу обеспечивать рабочие места прежде всего местным жителям. Кроме того, мигрантам запрещено работать в сферах общественного питания, торговли, перевозок, на стоянках и парковках, в рекламе, образовании, охране, библиотеках и архивах, а также в производстве детского питания и других областях. Глава Калужской области Владислав Шапша пошел еще дальше. Он объявил о выходе региона из федеральной программы по содействию добровольному переселению соотечественников и запретил привлекать иностранцев по патентам к работе в некоторых экономических сферах. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета РФ и члена СПЧ Кирилла Кабанова, если в регионе и существуют диаспоры, то они занимаются исключительно культурной деятельностью, а не вмешиваются в правительство. Как это часто происходит в центральных регионах страны, где местные власти даже консультируются с мигрантами при принятии территориальных законов. Эксперт убежден, что вопрос миграции в России стал ключевым с точки зрения национальной безопасности и будущего страны. Иностранцы буквально вытесняют коренных россиян с их земель, захватывая жизненное пространство. Тем временем депутаты Госдумы обсуждают вопрос запрета на перевоз семей трудовых мигрантов в Россию. Люди интересуются, распространится ли ограничение на уже живущих в РФ иностранцев. О возможном запрете мигрантам перевозить семьи в Россию сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в федеральном законодательстве существует определенный пробел, позволяющий низкоквалифицированным работникам-иностранцам приезжать с супругами, детьми, родителями, братьями и сестрами. Парламентарии, как утверждает Володин, активно обсуждают ситуацию, а итогом дискуссии может стать законодательный запрет перевоза семей. Ограничение в случае его принятия затронет исключительно иностранных специалистов с невысокой квалификацией, составляющих основную массу мигрантов. Помимо этого в Госдуме предложили внести законопроект, позволяющий учиться детям мигрантов в российских школах только на коммерческой основе. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе, предлагает депутат Нилов. Он добавил, что проблема усугубляется тем, что иногда в классах иностранных школьников больше, чем российских, что создает дополнительные трудности для образовательного процесса. Депутат выразил мнение, что российские дети не должны страдать от чересчур обильного присутствия детей-мигрантов. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!